this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Друзья, сегодня гуляю по Фетхе, оказался в районе, где находится местный музей. Я сейчас зашел сюда, здесь у нас 3 выставочных зала. На входе у меня ничего, кроме хэш-кода, не попросили и не спрашивали. Вход сейчас сюда совершенно бесплатный. 2 выставочных зала расположены внутри, 1 выставочный зал находится снаружи. Сейчас прогуляюсь, посмотрю, что здесь есть интересного. Говорят, что здесь собраны древние артефакты из таких городов, как Телмесос и Тлос, да и вообще со всей округи города Фетхе. Друзья, пройдя буквально 25 минут с музея, в котором мы только что с вами были, я оказался одной из самых моих любимых достопримечательностей этого города. Это крепость Фетхе, которая расположена в центре города, из которой открывается просто крутейший вид, который здесь пока что я видел. Я, конечно, думаю, что мы, в принципе, найдем что-то еще такое же стоящее, но пока что это номер 1 достопримечательность, которую я видел в самом городе Фетхе. Я начинаю потихонечку подниматься на вершину крепости. Открывается вид на весь залив, на город Фетхе. Вот так вот крепость выглядит снизу. Здесь наверху расположен красивый большой флаг, который развивается на ветру. Сейчас на самом деле эта крепость никакой исторической ценности не носит. Это как бы просто смотровая площадка, куда приезжают местные жители, чтобы перекусить, посмотреть закат, просто посидеть, полюбоваться красивыми видами. Вот. Но раньше эта крепость, говорят, что принадлежала рыцарям ордена Святого Иоанна или родосским рыцарям. Это вторая уже из версий. В принципе, здесь, кроме развалин, уже сейчас больше ничего не найти. Ну что, друзья, дует сильный ветер, у меня получилось подняться на самый верх. Сейчас я показываю вид на противоположную сторону. На самом деле кажется, что подниматься сюда очень долго, как-то тяжело. Нет, на самом деле ничего сложного нет. Буквально оттуда снизу, с крайних улиц, можно подняться сюда где-то за 15 минут.
друзья, я сейчас сижу на краю крепости, точнее на краю стены этой крепости, в том месте, где в основном все туристы любят фотографироваться, когда поднимаются сюда. Но так как я один, у меня особо нет возможности сделать крутые фотографии, ничего страшного. Отсюда открывается самый лучший вид с этой крепости. У меня за спиной, видите, флаг, да, там. Тоже можно сделать очень крутые фотографии на фоне флага. Ну и, собственно, просто невероятный вид на бухту. На самом деле я здесь уже второй раз. Один раз я был здесь вечером на закате, второй раз сейчас нахожусь здесь днем. Я могу сказать, что виды, которые отсюда открываются, они одинаковые, но каждый раз они выглядят совершенно по-разному. Поэтому не жалейте свое время. Если вы будете здесь, обязательно сюда поднимитесь, но вы просто будете в восторге, честно. Очень крутое место. Одной из самых главных достопримечательностей Фетхи также является гробница Аминтеса. Считается, что Аминтес был правителем этого региона во времена существования Ликийской империи. Если кто-то не знает, что такое Ликийская империя, это государство, которое было расположено на территории почти всего Эгейского побережья. Так вот, сейчас посмотрим, как выглядит гробница этого великого правителя. Говорят, что очень красиво, но лестница, которая сюда поднимается, она очень длинная, я уже устал. Я поднялся. Но еще не гробница, а касса. Я купил такой билетик, этот билетик стоит 12 лир 50 курушей. Здесь этот местяк, где вы можете купить билет. А сейчас полетели, поднимаемся по этой лестнице. Сама гробница расположена там. Давайте. Уже становится жарко. Сейчас, конечно, еще 2 часа дня. Я нашел самое нужное время, самое подходящее, чтобы сюда подняться. Пока поднимаюсь, хочу рассказать вам вообще, почему эта гробница находится так высоко. Эту гробницу сделали, построили, открыли, вырезали в 350 году нашей эры. У ликийцев существует такая традиция, либо поверье, можно так сказать, что чем выше похоронен человек, тем быстрее он попадает в рай. Так вот, людей, которые имели высокое положение, владели большим имуществом, в общем, были богатыми, их хоронили как можно выше, чтобы они могли попасть на небо как можно быстрее. Вот, собственно, почему гробницу Аминтеса построили в таком месте. Я уже поднялся почти. Давайте посмотрим, как она выглядит со стороны. Вот. Осталось совсем чуть-чуть. Здесь сбоку расположены еще гробницы, но они расположены чуть ниже. Но выглядит, конечно, довольно-таки неплохо. Пойдем посмотрим, что там внутри. Слушайте, честно говоря, когда поднимаешься к такому месту, хочется увидеть что-то необычное внутри. Но здесь ужасно воняет говном, нассано, и все обрисовано граффити. Да, со стороны достопримечательность выглядит круто, но внутри здесь делать нечего. Самое обидное, я еще хочу добавить то, что сейчас здесь все обрисовано граффити, просто все испорчено вандалами, и я не могу понять, почему раньше, в древние времена, никто не писал никакие гадости на стене, никто не писал, здесь был Сулейман, здесь был, я не знаю, Антонио. Почему в современном мире люди считают, что они могут испортить такую достопримечательность, которая стояла здесь годами нетронутая? Куда катится наш мир? Пожалуйста, напишите свои впечатления и комментарии по этому поводу ниже под этим видео, потому что я в шоке.
гуляя по набережной, я встретил очень уважаемого человека в этих краях. Я встретил памятник Фетхи Бею. Это первый турецкий летчик, в честь которого в 1932 году город Фетхи назвали городом Фетхи. Я покажу вам не только памятник ему, я даже покажу вам еще его и самолет. Друзья, посмотрите. На набережной находится красивый парк, где можно отдохнуть. И в центре этого парка площадь, где стоит самолет, на котором летал Фетхи Бей, и памятник. Вот так вот. Я сейчас оказался в очень интересном месте. Не смог удержаться. Хочу показать вам, где же я. Я нахожусь на одном из самых длинных пляжей в Турции. Пляж называется Патара. Протяженность этого пляжа приблизительно 18 километров. Пляж очень известный. Он находится у меня за спиной. Я дошел до самого конца этого пляжа, либо же до самого начала. Вот, забрался здесь на скалу. Я даже нашел там место, где Птушкин с Дудем снимали видео, да, когда были здесь. Видео «Поход по Ликийской тропе». Вот. Раньше здесь находился древний город, который называется Патара. Когда мы сюда заезжали, там видно было развалины этого города, но сам пляж находится чуть дальше. Что могу сказать по поводу пляжа? В принципе, красиво. Особенность, изюминка этого пляжа в том, что здесь очень мало людей, а пляж очень-очень и очень длинный. Здесь можно спокойно отдохнуть, заниматься любыми вещами. Никто не будет мешать. Цвет воды прозрачный. Ну, еще раз покажу виды. Вообще здесь кажется, как будто в пустыне стоишь. Вот если камеру повернуть, такая пустыня. И сейчас разворачиваемся, и открывается просто вид. Очень-очень крутой. Вообще, на самом деле, меня безумно радует то, что на этом пляже песок, потому что на большинстве пляжей в Турции галька, купаться довольно-таки сложновато, заходить в воду трудно. Вот, поэтому здесь можно хорошо отдохнуть. Так прикольно, когда гуляешь здесь, ноги прям всасывают в песок. Остаются такие следы. Вода вообще топчик. Кстати, ребят, смотрите, там дюна. Если мне не изменяет память, как раз на этой дюне стояла палатка Птушкина с Дудем. Сейчас пойдем посмотрим. Может, там как в Орле и Решка. Нам оставили 100 баксов. Я забрался на еще одну возвышенность на этом пляже. Но мне кажется, что все-таки Птушкин с Дудем были не здесь. Я думаю, что таких мест здесь очень много. Но здесь есть прикольные камни. Вообще интересно, как они здесь оказались и что они здесь делают. Да и вообще сам пляж по себе довольно-таки интересный. Почему? Потому что кажется, как будто ты в пустыне. Как будто дюны везде. Не считая моря. Если бы здесь не было моря, реально такое ощущение, как будто ты где-то идешь в Африке, да, там, или в Египте. Вот. Но стоит посетить это место 100%. Мне здесь очень понравилось.